Всем привет, друзья мои! С вами я, Ксения Назарова. Я рада вас приветствовать на своем творческом канале. И сегодня у нас речь пойдет с вами о вот таком украшении на пиджачок, который нам поможет оживить наш образ для похода на вечерние представления, спектакли, концерты и так далее. Сделав такую брошечку, абсолютно не напрягаясь, я сделала попутно несколько штук еще для своих хороших подруг. Брошка сделана из атласной ленты 2,5 сантиметра. Друзья мои, если вам понравилась моя брошка, ставьте, пожалуйста, лайки. Буду рада комментариям. Может быть, будете вносить какие-то свои замечания в мою работу. Подписывайтесь на мой канал. Давайте, друзья, не теряя времени, начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня сделаем с вами такой брошь-цветок из атласной ленты стандартной ширины 2,5 сантиметра. Для того, чтобы такой цветок сделать, нам нужна атласная лента и сутажный шнур, из него мы будем делать серединку. Кроме этого понадобится небольшой отрезочек ленты шириной 6 мм, атласный, тоже подходящий по цвету, 2 кружочка фетра меньшего диаметра и чуть большего диаметра, застежка для брошки, зажигалка, пинцет, линейка, ножницы и термоклей. Для того, чтобы изготовить цветочек вот такой, нам нужно сделать лепестки. Лепестки будут состоять из 2 длин отрезков. 12 отрезочков длиной 7 сантиметров покороче и 12 отрезочков длиной 8 сантиметров. Делаем лепесточки. Лепесточек мы с 2 сторон скругляем, убираем уголочки. Далее оплавляем края зажигалкой и растягиваем пальчиками, делая такой кучерявый край. С другой стороны аналогично. Далее мы держим лепесточек к себе изнанкой и подворачиваем его вот такой вот птичкой. Тут у нас такое широкое основание, и в серединке делаем небольшую складочку. Вот таким вот образом. Далее зажимаем основание пинцетом и оплавляем огнем зажигалки. Вот что должно у нас получиться. Такой вот кучерявый лепесточек. Держим к себе изнанкой, сворачиваем нижнюю часть наверх птичкой. И делаем складочку. Такой пышный лепесточек позволяет нам не делать слишком большое количество лепестков, а эффект отличный, и цветочек получается с меньшими затратами труда. С длинными лепестками абсолютно делаем то же самое. Отрезок длиной 8 сантиметров. Также скругляем, абсолютно также подворачиваем. Просто он будет служить нам для 2 и 3 ряда цветочка. Также заворачиваем. Складываем, придаем
форму лепестка. Двенадцать лепесточков покороче и 12 подлиннее. Нам будет достаточно для создания довольно пышного, как мне кажется, цветочка. Подворачиваем, делаем складочку, зажимаем внизу пинцетом и оплавляем зажигалкой. Все лепесточки у меня готовы, и теперь займемся самой интересной частью. Это созданием такой серединки из сутажного шнура. Для этого нам обязательно нужна вот такая вот стальная линейка, к которой не пристает термоклей, и сутажный шнур. Что мы делаем? Сутажный шнур необходимо намотать аккуратненько на линеечку. Вот я начинаю наматывать аккуратненько. Можно закрепить на капельку клея край шнура, только клеить не к линейке, естественно, а к соседнему ряду. Потому что нам потом всю эту конструкцию нужно будет с линеечки снять. Мы просто фиксируем, чтобы удобнее было работать. Дальше мы методично, аккуратненько, не перекручивая шнур, ровными рядами, плотно обматываем где-то 2/3 линеечки. Если мы обмотаем всю, то сердцевинка будет более толстенькая, и цветок будет больше. В общем, я пришла к выводу, что мне нужно вот где-то половинку, чуть больше половинки линейки. Я обматываю аккуратненько сутажным шнуром, плотно, без засоров. Можно использовать тычинки для сердцевинки такой брошки. Можно красивую стразу. И специально очень большое количество есть полубусин, кабошонов, брошей даже, которые можно поместить в середину цветка, пуговиц красивых, декоративных. Но мне захотелось поэкспериментировать с шнуром. И, в общем-то, результатом я довольна. Ну вот, друзья, я думаю, что такого количества для сердцевинки мне будет достаточно, поэтому я обрезаю шнур и немножечко тоже фиксирую краешек на соседний ряд. Как раз сейчас мне и понадобится вот этот небольшой вспомогательный отрезок ленточки, который поможет мне зафиксировать эту нашу сердцевинку и снять ее с линейки. Отрезаю сколько нужно. И что мы теперь сделаем? У основания линеечки наносим тонкую ниточку клея, на которую крепим ленту, чтобы наша конструкция, чтобы ее можно было снять с линейки.
Это надо делать быстро, поэтому я работаю фрагментами. Пока клей горячий, вот так вот наношу, быстренько прикладываю основание, прижимаю ленточку пальчиком, плотно прижимаю и клею дальше. Клею дальше. Лишнюю ленточку можно отрезать. Вот что у нас получилось. Пробуем снять с линейки. Вот что у нас получилось. И теперь потихонечку начинаю скручивать тоже, фиксируя на клей. Скручиваю сердцевинку для нашего цветочка. Прижимаем. Вот что у нас получилось, это основание. Потом мы распушим немножечко эту сердцевинку нашу. И теперь можно подклеивать первые два ряда лепесточков, те, которые покороче. Вот они у меня здесь отдельно, 12 штук, и отдельно те, что подлиннее, для двух остальных рядов. Первый ряд клею к основанию нашей сердцевинки. Наношу капельку клея на основание нашего лепестка и клею к сердцевинке. Немножечко внахлёст, шаг за шагом клеим лепесточки. Собираем наш цветок. Пользуйтесь пинцетом, чтобы не обжигать пальчики. Клей горячий. Первый ряд готов. Даже я затратила здесь 5 лепесточков, а не 6. 5 лепесточков не хватило. И второй ряд
Значит, у меня получается раз, два, три, четыре, пять, шесть лепесточков. Уже можно распушить нашу серединку, вот так пальчиками раскрыть. Это уже более подходит на цветочек. И теперь можно в шахматном порядке подклеить второй ряд лепесточков. Итак, готово. 2 ряда лепесточков длиной 7 сантиметров. Из отрезка длиной 7 сантиметров мы уже с вами подклеили. И теперь будем добавлять еще 2 ряда лепесточков подлиннее. Буду клеить также в шахматном порядке. Также наносить клей на основание лепесточка, подклеивать. Клею лепесточки уже более поположе, можно клеить уже к самому вот этому основанию, чтобы как бы лепестки раскрывались, да, к нижнему ряду больше. Не знаю, на какой цветок это похоже. Знатоки флористики, может быть, мне напишут в своих комментариях, что же это за цветок у меня получился. Что-то он мне напоминает, но что по незнанию не могу назвать. Вот такой вот цветочек у нас получился. Изнанку мы подклеим кружочком из фетра. Я обвела 5-рублевую монетку. Сделала кружочек поменьше и кружочек чуть побольше под основу для броши. И буду сейчас устанавливать нашу застежку. Конечно, такой цветочек можно сделать на резиночку для волос.
Такие нарядные парадные бантики могут получиться. Посадить на ободок. Чтобы лучше сцепилось одно с другим, мне нужно вот тут вогнутая форма, небольшой объем создать, поэтому было решено отдельно на брошь тоже наклеить кружок из фетра. Прижимаю. Краешки можно опалить, чтобы они не выглядывали. И работа была, смотрелась аккуратно. И теперь посадим на клей. Такой вот пышный цветочек у нас получился. Диаметр цветка где-то 8,5 сантиметров не получился. 8,5-9 сантиметров. И замечательная брошь на светлый летний пиджак, на блузку. Такие вот две брошки у меня получились. Спасибо за внимание, друзья. Оставьте лайки, чтобы не пропустить новинки. Подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.